Компания Toyota официально представила новое 16-е поколение Crown. Как и ожидалось, модель сменила не только генерацию, но и форм-фактор, получив сразу 4 варианта. При этом все модификации так или иначе выполнены в стиле кроссовера. Еще новый Crown вновь станет глобальной моделью. Но это далеко не все изменения, которые получила новинка. Из этого видео вы узнаете все детали и подробности о Toyota Crown 16-го поколения. Компания Toyota впервые представила Crown в далеком 1955 году. Модель стала первым массовым пассажирским автомобилем японской марки. Первые несколько поколений Crown японцы экспортировали в Европу и Северную Америку, а на протяжении последних десятков лет она носила статус полноразмерного седана для внутреннего рынка Японии. Теперь же Crown станет глобальной моделью, дебют которой состоится на 40 рынках. Новое семейство состоит из 4 автомобилей. Классический седан, седан-тайп, вседорожный седан, кроссовер-тайп, приподнятый хэтчбэк, спорт-тайп и кроссовер, эстейт-тайп. Первенцем в серии моделей нового поколения станет приподнятый седан, который в компании нарекли кроссовером. Характеристики остальных краунов опубликуют позднее. В основе новой модели лежит платформа GAK, созданная в рамках тойотовской архитектуры TNGA. Передняя подвеска McPherson, сзади многорычажка. В длину Toyota Crown Crossover насчитывает 4928 мм. При этом расстояние между осями составляет 2850 мм. Ширина кузова составляет 1839 мм, высота 1539 мм. Паспортный дорожный просвет 145 мм. Для сравнения, Crown всего на 45 мм длиннее нынешней Toyota Camry, а расстояние между осями у новинки больше на 25 мм. Фактически готовый автомобиль выглядит очень похоже на патентные эскизы, которые я выкладывал в своем телеграм-канале в прошлом месяце. Дизайн экстерьера оформлен в новом корпоративном стиле, который ранее примерил электрический Toyota BZ4X. Новое поколение модели отличается плавными линиями кузова и покатой крышей. Для новой короны доступно 12 цветов кузова, а сам кузов выполнен в стиле фастбэка. Другие особенности дизайна экстерьера – это узкие фары, объединенные между собой светящейся полосой, и задние фонари выполнены единой линией. За кроссоверность отвечает неокрашенный пластиковый обвес. Капот и крыша могут быть выполнены в черном цвете. Седану положены 19 или 21-дюймовые колесные диски. В салоне стоит объединенный в один корпус экран мультимедийной системы и утопленная приборка. Базовый седан имеет небольшой дисплей мультимедиа. У остальных исполнение экрана 12,3 дюйма. Виртуальная приборка тоже имеет диагональ 12,3 дюйма и идет по умолчанию. В начальных версиях седану положена обивка сидений искусственной кожей, а в более дорогих появляется кожаное кресло с подогревом и вентиляцией на переднем ряду, панорамная крыша, аудиосистема JBL с 11 динамиками, камеры кругового обзора с системой автоматической парковки и расширенный комплекс электронных ассистентов. В Японии новый Crown Crossover предложат в 3 основных версиях. Базовый кроссовер X, чуть более дорогой кроссовер G и топ-версии кроссовер RS. Для комплектации с индексами G и RS покупателям будут доступны еще по 2 дополнительных пакета оснащения, а еще таким машинам полагается адаптивная подвеска. В базе новинка оснащена подогревом передних сидений, климат-контролем, беспроводной зарядкой и аудиосистемой с 6 динамиками. Также в списке стандартного оборудования значится комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense. Для дорогих версий предусмотрен ассистент движения в пробках, панорамная крыша, адаптивная подвеска и система автоматической парковки. На выбор будут предложены 2 гибридные силовые установки. В состав базовой входит бензиновый атмосферник 2,5 литра на 186 лошадиных сил, электромеханический вариатор, пара электромоторов и никель-металлгидридная батарея. Совокупная отдача 234 лошадиные силы. У версии подороже стоит установка на основе 4-цилиндрового мотора 2,4 литра с двойным турбонаддувом, выдающим 272 лошадиные силы. Такие крауны имеют 6-ступенчатый автомат, а суммарная мощность составляет 349 лошадиных сил. Полный привод у таких версий называется E4 Advanced. На японский рынок кросс-седан выйдет осенью, цены уже известны. От 31 тысячи до 46 тысяч долларов. К концу текущего года обещают начать продажи и в Штатах. Когда кросс-седан появится на других рынках, пока неизвестно. Цены и характеристики других модификаций семейства будут объявлены позднее.
Про них на канале будет отдельное видео. Поэтому не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны, а также не забывайте заглядывать в мой телеграм-канал, где каждый день публикуются новости, чтобы быть в курсе последних событий автоиндустрии.